Всем привет, друзья! Пришел черед ремейкать мои видео и дополнять их более новой информацией. Первой испытуемой в данном плейлисте станет Ада Вонг из вселенной Resident Evil. Говорит Найлус Крайг. Погнали! My name is Ada Wong. Ада Вонг. Наверное, самый таинственный персонаж серии Resident Evil. До сих пор даже неизвестно, настоящее ли это имя или же просто псевдоним. Ее личная жизнь до начала событий игр практически полная загадка. Неизвестно даже место ее рождения, а только год – 1974. Она не чистокровная азиатка, а метис. Один из ее родителей был американец, а другой – китайских кровей. Она очень хорошо развита физически, а ее акробатическим способностям можно только позавидовать. Что неудивительно, так как она прошла специальную суровую подготовку по гимнастике, владению оружием и стала настоящим профессионалом. Внешне всегда спокойная, уравновешенная, хладнокровная, сдержанная, даже в самых экстремальных ситуациях. Уверенности в себе ей занимать не приходится. Она никогда не показывает свои слабости и старается не привязываться ни к какому человеку. Ада прекрасно справляется со своими эмоциями, даже если дело касается ее близкого. Конечно, бывает, она показывает свою женственность, а в те моменты, когда она заботится о ком-то, со стороны могут вызвать сомнения, мол, искренна ли она это все, или же просто пользуется своим шармом, тем самым просто манипулируя людьми. Успешно выполнить миссию даже при самых неблагоприятных обстоятельствах и выжить – это ее главный талант. Изначально данный персонаж должен был быть исследователем Амбреллы, а точнее работать под прикрытием, под видом ученого. Но в целом ее роль в сюжете была плюс-минус такая же. Фанаты, кстати, в определенный момент неправильно перевели иероглифы и по ошибке присвоили ей имя Линда. Ответственным за появление Ады в игре был Нобуру Сигимура, а имя Ады было придумано Кадзунори Кадои. Как и в случае с другими персонажами, Ада имеет свой цвет. В основном это красный, вперемешку с черным. С 1990 года и по настоящее время она является агентом неназванной организации. Ада тайно действовала на фоне многих инцидентов, связанных с БОО, и собирала будь то информацию или же образцы для нанимателей. Но как бы с отличием она не завершала задания, она всегда преследует свои собственные цели, которые известны только ей, и без труда может предать своих заказчиков. В 1998 году Ада успешно внедрилась в Амбреллу от имени организации и начала вести работу под прикрытием. Она специально охмурила научного сотрудника данной лаборатории Джона и получила информацию об исследованиях Амбреллы, но сам-то вирус заполучить не удалось. Виной тому его утечка, которая произошла в особняке в Арклейских горах. И в результате этого инцидента погибли все ученые, включая Джона. А сам же он настолько был влюблен в Аду, что даже установил пароль от своего компьютера с ее именем и посвятил ей последние мгновения в своей жизни в письме, адресованном ей же. Она это письмо так и не прочитала. С этого же года Ада начала работать на Альберта Вескера, который также вступил в эту организацию и начал подниматься в ней. Но работала она на него фиктивно. Просто делала вид, на самом деле подчиняясь своему высшему руководству. Вескер направил ее в город Ракун после того, как в нем произошла утечка вируса Т, для того, чтобы заполучить образцы вируса G. Она встретила полицейского Леона Кеннеди, который просто пытался выжить в этом кошмаре. Но до конца свои мотивы она ему не раскрыла, а лишь сказала, что ищет своего парня Джона. Ада также пыталась найти журналиста Бена Бертауччи, который владел важной информацией о корпорации Umbrella, но того в итоге убили раньше. Однако то, что нужно, она получила, и выяснилось, что шеф полиции Брайан Айронс также был связан с Umbrella, но про это в другом ролике.
Наша героиня оценила способности к выживанию Леона и хитростью заставила ей помочь, и время от времени продвигалась к своей цели либо вместе с ним, либо порознь. Помимо полицейского, шпионка встретила маленькую девочку, которая сразу же сбежала от Вонг, обронив при этом свой кулон. Ада же оставила его себе, дабы при возможности вернуть. Леон также не хочет оставлять Аду одну, аргументируя это тем, что он полицейский и его долг защищать ее. Выполнению задания препятствовала Аннет Биркин. Она мешала Аде получить образец G-вируса. Это жена Уильяма и по совместительству создателя вируса G, так как та раскусила ее. Ада, несомненно, погибла бы от рук Аннет, если бы Леон в определенный момент не прыгнул бы и не закрыл ее своим телом от пули. Леня сразу потерял сознание от болевого шока, а сама же пуля прошла на вылет. Ада, убедившись, что рана не смертельная, решает преследовать свою цель дальше, пока след еще горячий. Здесь можно наблюдать проявление ее характера. Задание, прежде всего. Ада сумела добраться до жены Уильяма, и хоть ситуация была не в ее пользу, она смогла выбраться живой. А после осмотра кулона обнаружила, что в нем хранится образец вируса G. Дело в шляпе. Однако после она сталкивается с огромным аллигатором, но ей на помощь приходит раненый Леон, который уничтожает его. Ада делает ему перевязку и сообщает о том, что ее парень мертв и нет больше причин задерживаться в этом городе. Она же не может сказать Лене правду и продолжает ему врать, ведь сама понимает, что ее миссия выполнена и ему не нужно знать лишнего. Но все идет не совсем так, как хотелось бы. На героев нападает мутировавший Биркин, и если первый раз удается дать ему отпор, то во второй раз Ада получает от него ранение и моментально теряет сознание. Она приходит в себя, когда Леон уже смог защитить их обоих. Вонг просит Леона, чтобы тот оставил ее и спасался сам. Но ее слова Лене по боку. Он не хотел оставлять ее раньше и не собирается бросать и сейчас. Ада считает, что она не способна заботиться о ком-то, но Леон что-то сломал в ней, и она начинает проникаться им, и постепенно подавление любви к Леону становится невозможным для нее. Она могла бы просто сбежать, ведь G-вирус у нее, но она в очередной раз решает помочь Леону, на которого напал тиран. Ада не следила за патронами в обойме и не успела перезарядиться, как тот схватил ее, и в результате потасовки она получает сильную травму от последнего. Она признается Леону в любви и сожалеет о том, что оказалась не той, кем себя выдавала. После дарит ему поцелуй и теряет сознание. Однако юный полицейский подумал, что она погибла и начал выбираться без нее. Придя в себя, Ада также решает валить из этого города и по пути снова помогает Лене, который вступил в неравный бой с тираном без ограничителя и скидывает ему ракетную установку, но в этот раз находясь в тени. После, возможно, через канализацию, возвращается обратно в город и добирается до отеля Apple Inn, служившим пунктом встречи с ее связным, но тот оказывается мертв. Покончил с собой. На связь выходит Вескер, думая, что Ада провалила задание, но она показала ему образец G-вируса, который она в итоге добыла из ткани мертвого Биркина. И Альберт довел до нее информацию, что Ракун-Сити скоро подвергнется бомбардировке, и указал ей путь к спасению, которым является вертолет, и он в скором времени будет покидать город Ракун. И на тот момент это был единственный шанс покинуть его. Она обзавелась новым приспособлением, таким как крюкошка, с помощью которого она цепляется к вертолету и покидает город, по пути также дав бой тирану Р. Однако она с подозрением отнеслась к тому, что Вискас все-таки указал ей путь к спасению. По возвращению из ада и благодаря успешному выполнению задания, ее имя стало легендарным в сфере тех, кто занимается шпионажем. Еще до бомбежки города Ракун Ада вела работу с Дереком Симмонсом. Это высокопоставленный чиновник правительства США и лидер секретной организации «Семья». Он ценил ее как превосходную шпионку и отдавал ей множество приказов ради собственных идеалов и амбиций. В итоге привязался к ней. Хотя, можно сказать, что даже влюбился. Однако после того, как Ада узнала, что он причастен к бомбежке Ракун-Сити, она перестала с ним сотрудничать, так как понимала опасность ситуации, работая на такого человека. Ей также посвящен эпилог в конце 3-й части «Резидента». В нем Ада роняет слезу и прощается со своим именем. Она должна забыть свою личность и подавить свои чувства к Леону. А тем временем до ее следующего задания
Остается не так много времени. Следующее событие жизни Ады было представлено в радиоспектакле, но после выхода 4-й части «Резидента» вроде как он не считается каноном, хотя споры не утихают до сих пор. Поэтому мы заглянем сюда чуть позже. Не напрямую, но все же Ада упоминается в файлах в игре Resident Evil Dark Side Chronicles, события игры, которая происходит в 2002 году на священных землях. Ада вышла на связь с помощником наркобарона Идальго Хавьера и довела до него информацию, что Umbrella фальсифицирует свои отчеты и назначает завышенные цены за образцы, а также просил дать ей информацию о продажах в обмен на свою. Однако Аду раскусили и отправили людей на ее поиски, но она скрылась быстрее. В любом случае, сама операция прошла успешно, и организация стала основным поставщиком Идальго. В 2004 году организации стало известно о культе Лос Иллюминадос в испанской деревне, которая поклоняется паразиту Лас Плагас, а возглавляет его Озмунд Седлер. Это стало известно благодаря тому, что Ада перехватила переписку Луиса Серры с просьбой о помощи, которую тот отправил своему другу по имейлу. Луис самостоятельно изучал культ и проводил собственные исследования Лас Плагас, но его заподозрили в шпионаже. Ада открыла Луису, кем же она является на самом деле, и второй, узнав об этом, начал умолять ее о помощи. В итоге они договорились, что он найдет для нее образец доминантной плаги в обмен на защиту. В самом же Луисе был отложен паразит, и Ада помогла удалить ему яйцо из тела, прежде чем оно вылупилось. Вонг была отправлена Вескером по инициативе организации. Сам же Альберт являлся ее куратором, так как прошлый сотрудник Джек Краузер, который должен был раздобыть образец доминантной плаги, не вернулся. По прибытии Ада снова встречает Леона, который прибыл сюда искать похищенную дочь президента. Да и сам он теперь работает на правительство США. Но пока она решает ему не палиться. Но помочь опять-таки все же не отказывается, так как Леон столкнулся с превосходящей по численности толпой противников. А бросить умирать человека, которому она неравнодушна, она не могла. Она звонит в колокол, и все жители деревни уходят по направлению к нему. Сам Краузер, кстати, и похитил дочь президента по поручению главы культа. Джек же в итоге был просто соблазнен силой плаги. По наводке Вескера Ада направляется к Луису, которого схватили и держат заперти. Однако Леон добирается первее, и из-за своей очень тихой прогулки по деревне привел за собой незваных гостей, которые оглушили и пленили обоих. Шпионка направляется следом, по пути снова помогая Леону выбраться из передряги, и в итоге ловит усыпляющий дротик. Приходит в себя на ночью, когда ее уже собирались принести в жертву, однако Вонг избежала такой чести. После, наконец, добралась до Луиса, но тот еще не успел раздобыть образец. Однако чуть позже, как и обещал, преуспел в этом, и Ада должна была перехватить его в замке Рамона Салазара. Но наша героиня все равно осталась пустыми руками, так как Седлер добрался до Луиса первее и прикончил его, при этом забрав образец. В процессе гуляния по замку Ада все же решила открыть себя Леону, но до него уже доходили слухи о некой шпионке, похожей на нее, поэтому он абсолютно не был удивлен, что Ада жива. А также он уже знал, что она работает на Вескера. Но полностью раскрыть свои мотивы она опять же ему не могла. Позже Альберт приказал убить Леона, так как считал его отвлекающим фактором для Ады. Ведь он помнил, что задание в Ракун-Сити чуть не увенчалось провалом из-за их сближения. Ее сердце дрогнуло из-за приказа убить человека, который был ей не безразличен. И на следующих докладах она будет говорить, что у нее просто не было возможности этого сделать. Вескер же удивился выживаемости Леона и предложил использовать его в дальнейших планах, чтобы он и дальше создавал проблемы для культа, перетягивая одеяло на себя. Ада помогла ему добраться до острова, на котором происходили биологические исследования, а также находился образец той самой плаги. Было принято решение об установке взрывчатки и уничтожении острова после того, как образец будет изъят, а водный мотоцикл должен был быть альтернативным путем спасения для героини. Ада встретилась и с самим Краузером на вышке, где они ожидали новых приказов. Джек не доверял ей, так как считал, что она может предать Вескера в любой момент. На очередном докладе Альберт довел информацию, что все-таки решил избавиться от Леона руками Краузера. Ада недовольна таким положением вещей и несется на выручку.
Успевает она в самый разгар боя на ножах и в решающий момент отстреливает нож противника. Краузер, угрожая Леону, уходит, а Ада узнает, что эти двое были знакомы и как-то даже работали вместе. После Леон и Джек снова сошлись в бою, а Ада наблюдала этот бой на расстоянии, а затем доложила Вескеру о смерти Краузера. Альберт предложил схлестнуть Леона и Седлера, а виновнице видео было поручено убить выжившего. В Леоне и дочери президента Эшли также, кстати, находился паразит, и Ада с помощью записки довела им информацию, как от него можно избавиться, и прямо на себе прочувствовала, что может произойти, если окажется слишком поздно. Внезапно Ада встречает все еще живого Краузера, который не сильно доволен тем, что она встала на сторону Леона. Но она уже доложила о его смерти Вескеру и начинает превращать доклад в жизнь. Несмотря на то, что Краузер серьезный противник, она была уверена в своей победе, так как изучила ранее манеру его боя. И в итоге побеждает. В лаборатории она отвлекает внимание Седлера на себя и дает ему бой, тем самым выигрывая время для отхода Леона и Эшли. А после победы над ним она уже хотела забрать образец, но Седлер напал со спины и схватил ее для того, чтобы использовать как приманку для Леона. Как нетрудно догадаться, Ленька спас ее. А после остался сражаться с измененным Седлером. А Ада, как и в прошлые времена, скинула ему ракетницу, из которой Седлер и был повержен. После она насильно забрала образец у Леона и прыгнула в ожидающий вертолет. Бросать на смерть она его, конечно же, не стала, а отдала ключ от своего альтернативного спасения и запустила таймер до самоликвидации острова. Однако доминантный образец плаги она оставила у себя и после отдала высшему руководству, так как была двойным агентом, как мы уже говорили выше, и на Вескера она работала эффективно. Тем самым же просто киданула его и отправила обычную подчиняющуюся особь, и временно перестала выходить на связь. Она не собиралась играть роль пешки в его планах. В 2006 году Спенсер решил открыть свое месторасположение Альберту через его дворецкого Патрика. Патрик вышел на связь с Рикардо Ирвином, но тот не мог связаться с Вескером напрямую. Здесь-то и помогла это сделать Ада. Несмотря на то, что на тот момент общих связей с ним она не имела, но врагами они не были. Через какое-то время Ада узнает о его смерти. Не сказать, что она была этим как-то опечалена, но чувствовала легкую пустоту, ведь когда-то он был частью ее планов. В 4-й части также присутствует еще один дополнительный режим, в котором фигурирует Ада. Он так и называется «Задание Ады». Но этот режим не является каноном, в нем Ада, бегая по острову, собирает образцы плаги, а после, сразившись с Краузером, улетает на вертолете. В 2011 году Ада отправилась в Восточнославянскую республику для очередного заказчика, где полным ходом шла гражданская война. Здесь наша героиня снова пересеклась с Леоном, но опять же, рассказывать о себе она ему ничего не стала. Следом встретилась с президентом Светланой Беляковой под видом представителя BSAA, чтобы получить разработки плаги, которые использовала Восточнославянская армия. Однако ее маскировка недолго процветала, так как Светка спалила, что нет представителя с таким именем. Светлана, как оказалось, машет руками не хуже, чем Ада, и оказывается той не по зубам. И в итоге Аду схватили. Однако она без проблем выбралась и нашла лабораторию, где хранились модифицированные образцы плаги, а также доказательства, что Светлана тайком продавала БО повстанцам. Леон также прибывает в эту лабораторию, а после она помогает ему сбежать от тиранов. Сам же полученный образец плаги она заказчику не отдала. По старому канону в концовке Ада общается именно с Симмонсом, но после это не смогли состыковать с событиями 6-й части, и сцена после титров была вычеркнута из канона. Ведь, как мы помним, после бомбежки Ракун-Сити и до 6-й части Ада не контактировала с ним. Однако в BSAA узнали о таком шпионе, который выдавал себя за их представителя, и был выдан международный ордер на ее арест. По этому мульту выпускалась еще и новелла, в которой имеется некоторые отличия. К примеру, связанную Аду Вонг находит Леон, а не так, как показали в мульте, где она выбралась в полном одиночестве, и только потом встретилась с Леоном. Также местами у них простреливал некий флирт. В 2013 году Ада получает сообщение от Симмонса, в котором он призывает ее проникнуть на подводную лодку, так как на ней есть информация, которая заинтересует ее и является важной для ее опять-таки будущего.
Конечно же, Ада решает проверить, что к чему, ведь, как мы помним, она разорвала отношения с Дереком после бомбежки города Раккон и опять же больше не контактировала с ним. Пробравшись на лодку, Ада замечает, что по какой-то причине ее отпечатки пальцев и голос принимает система безопасности, а в базе данных есть такие сведения, которых не должно быть больше ни у кого. Она нашла приказ Симмонса в видеоформате, направленный Аде о поимке Джейка Мюллера, так как он носитель антител от нового вируса под названием Си. Но приказ мало того, что оказывается полугодовой давности, так и героиня не помнит, чтобы получала его. Но к тому же он оказывается выполнен. Также Адой, которая в придаче помогла распространить Си-вирус в Идонии. Ада выбирается с лодки и узнает от Симмонса, что организация Neo Umbrella начинает биотеррористические атаки. Сначала в городе Тоу-Окс, потом в Китае и по всем крупным городам мира. Она добирается до собора в том самом городе, под которым находится лаборатория Симмонса, но понимает, что опоздала. Также замечает Леона, которого тоже втянули в эту ситуацию. Позже она помогает ему и его новой напарнице Хелене Харпер победить мутировавшую сестру Хелены. Добравшись до лаборатории Симмонса, Ада посмотрела видеокассету под названием «С днем рождения, Ада Вонг» и поняла, что Дерек успешно применил Си-вирус для создания ее двойника. И на связь все это время выходил не Симмонс, а именно двойник. Собственно, задание по приказу Симмонса в Идонии выполнял также именно двойник. Дерек Симмонс верит, что главное в мире – это стабильность. Он и его организация и семья готовы ее поддерживать любыми способами, в том числе и противозаконными. А этот самый двойник хочет навредить этой стабильности. Ада спустя огромное количество времени впервые связалась с Дереком и довела до него эту информацию. После же уничтожила лабораторию и отправилась в Китай. Там Ада встретила и помогла избежать смерти Шерри Биркин, а также сыну Вескера, тому самому носителю антител Джейку Мюллеру. Помимо этого, она перехватила канал связи BSAA и узнала, что они тоже преследуют двойника, думая, что она настоящая Ада Вонг, а та, в свою очередь, направляется на авианосец. Недолго думая, Ада направляется к нему. На борту Ада играет в догонялки с Крисом Редфилдом, которого нажил себе в качестве врага ее двойник. Она находит документы и информацию касательно создания ее двойника. Симмонс был одержим Адой и хотел создать не сколько клона, а именно настоящую Аду Вонг, которая бы полностью переняла ее личность и испытывала к нему такие же чувства, как он испытывает к ней, и в придачу подчинялась бы только ему. Его ожидала череда неудач. После он решил сделать подопытной свою коллегу Карлу Радамес против своей воли, которая влюбилась в Симмонса, и, казалось бы, все получилось, но вот сознание Карлы, так скажем, проснулось и начало стараться разрушить все то, за что так сильно пёкся Симмонс. Для этого она основала организацию, которую назвала, собственно, Neo Umbrella. Почему она назвала ее именно так, знает только она. А также существо с именем Хаос, которое должно было распространить Си-вирус по всему миру. И, возможно, все бы получилось, если бы опять-таки не частичка Карлы, которая жила в ней, которая приняла парадоксальное решение связаться с настоящей Адой Вонг. И неизвестно, зачем она это сделала. Хотела она, чтобы ее просто уничтожили, или же спасли. Однако Карлу подстрелила семья. Но перед смертью она успела вколоть себе большую дозу улучшенного Си-вируса и мутировала. Но все же удалось упокоить Карлу. После Ада возвращается в город, где совместными усилиями с Леоном и Хеленой побеждает Симмонса, который также оказался заражен улучшенным Си-вирусом. Она отдает Леону данные, которые доказывают вину Симмонса, и отправляется в лабораторию Карлы, где уничтожает абсолютно все, вместе с Коконом, который еще не успел вылупиться. Следом получает звонок для своего следующего задания и с улыбкой удаляется. На этом пока что каноничное похождение Ады Вонг заканчивается. Однако известно, что она должна была появиться еще и в 8-й части Резидента, но от этого отказались. Теперь коснемся той самой радиопостановки, которую я озвучивал выше, под названием «Шпионка Ада жива». Спустя несколько дней после того, как Ада сбежала из Раккун-Сити, она и еще несколько агентов организации отправляются во Францию, в деревню Уара,
продолжая преследовать Ханка с целью забрать G-вирус. Столкнувшись с ним и его отрядом, начинается бой, в результате которого происходит утечка Т-вируса, и все, кроме Ады, погибают, включая жителей деревни. Она успешно забирает себе G-вирус, а после натыкается на военных, которые должны были сжечь деревню дотла. Среди них есть комендант, который не все рассказал своим подчиненным, и он моментально узнал Аду. Они сразу столкнулись с жителями деревни, которые обратились в зомби. Военные начали вызывать помощь, и им ответил женский голос, который представился как департамент полиции, и рекомендовал им идти в замок, где, возможно, у них получится выйти на связь со штабом. По дороге они теряют часть отряда, так еще и в замке в придачу встречаются с церберами, а также источником голоса из рации. Им оказывается Кристина, графиня Анри. Ее семья поколениями служила Амбрелле, которая специально заманила их в замок под видом полиции. А сам замок был секретным французским офисом Амбреллы, который должен был доставить образец G-вируса ее подчиненный Хан. Кристина собралась прикончить Аду и охранявшего ее солдата Филиппе, но в дверь ворвался командир отряда Джейкоб и открыл по ней огонь. Тут выясняется, что армия должна была сотрудничать с Амбреллой. Мол, если бы они молчали о транспортировке G-вируса из США в этот замок, то Амбрелла предоставила бы им БО. Но Джейкоб решил найти и оставить себе данный штамм для того, чтобы продать его другим странам. Джейкоб знал, что образец находится у Ады, и решил ее пристрелить. Но его подчиненный не дал этого сделать. Кристина тоже не погибла, и в итоге она и командир преследовали определенное время Филиппе и Аду, но порознь. Ну а в итоге, конечно же, Джейк добрался до Кристины первее и, соответственно, уже окончательно прикончил. Герои оказались в лаборатории, похожей на ту, которая была в Ракун-Сити. Филипп же после беготни от командира получил ранение от Ликера и решил использовать вирус на себе и задержать своего бывшего командира до отхода Ады. К тому же была активирована система самоуничтожения. Но перед тем, как использовать вирус, Филиппе провел диалог с Адой на тему ее работы и чувств к Леону, в процессе которого выяснилось, что Ада остается шпионкой специально, для того, чтобы была больше вероятность вновь встретиться с любимым человеком. В итоге Ада успешно выбралась живой на поезде со словами «Леон, где бы ты ни был, я найду тебя». Канон этот радиоспектакль или нет, сказать точно нельзя, по той причине, что человек, который мог это подтвердить, умер в 2005 году. Однако после выхода 4-й части Резидента, а также Хроника Амбреллы, можно предположить, что если и был каноном, то перестал им быть, по той причине, что Ада забрала G-вирус не из кулона Шерри, а из ткани мертвого Биркина. Соответственно, и гнаться за Ханком ей было незачем. Касательно того, как именно Ада сбежала из города, объясняется в Хрониках Амбреллы, и ей там посвящен отдельный эпизод. Она также светится еще и в другом рельсовом шутере под названием Resident Evil Хроники Темной Стороны, в котором происходит вольный рассказ второй части. Ада также встречается на стоянке с Леоном, где он спасает ее от собаки, хотя здесь она и не пытается корчить из себя небоевую девочку, но также не делится всей информацией и говорит, что не знает, что происходит в этом городе. Она также сцепилась с Аннет, но ситуация здесь немного иная. Она либо не ожидала такого выстрела от жены гениального ученого, либо просто действовала безрассудно, так еще же и не пыталась уйти с линии огня. Как и в других версиях, Леон также спас ее от смерти. Она замечает, как Леон и Клэр вступили в схватку с тираном, и она не стала бросать его на смерть. Но либо недооценила тирана, либо переоценила себя и получила сильное ранение. Здесь Леону в любви она не признается, однако также теряет сознание после поцелуя. В книге по Хроникам Амбреллы про Аду рассказывается чуть больше, но каноном она также не считается. Она как-то обманом проникла в группу эмигрантов, собиравших сладкий картофель на плантации. Их привезли на ферму в фургоне и поселили в полуразрушенном свинарнике, заставив с утра до ночи собирать полные корзины картошки, которые выкапывал комбайн. В ее задачи также входило распространение пестицидов. Двое мужчин, которых она видела за работой почти каждый день, были вынуждены чуть ли не купаться в этих пестицидах в ходе сборов. Они тяжело отравились и в результате погибли. Ада попала в криминальную организацию, управляемую китайцами, которая со временем разрослась
и превратилась в одну из крупнейших китайских группировок в Америке. Она быстро заслужила одобрение главного босса, и это вызывало у многих других, так скажем, сестер по банде зависть и ревность. Организация поднялась так быстро, что даже американское правительство заметило ее и жестко осадило. Как и сама группировка также обращалась с конкурентами. В конце концов, ФБР накрыл всю банду. И это случилось как раз тогда, когда Ада начала искать способы выйти с этой организации. Вскоре после этого в ее жизни появился Вескер. Он был как-то связан с компанией, конкурирующей с Umbrella, и подыскивал высококлассных агентов. Основательно порывшись в ее прошлом, он пришел к выводу, что она идеально подходит для сотрудничества, которым она отчасти восхищалась, так как он обладал на редкость сильной волей и не менее сильной энергетикой. Но больше всего Аде симпатизировали его способности продумывать свои действия наперед. Хотя в целом она считала большинство мужчин глупцами, которые вечно играются в свои игры. Он отправил ее в Ракун-Сити добыть образцы G-вируса. На улицах города царили насилие и смерть. Она выполняла свою работу в горячих точках по всему миру и всякий раз живая возвращалась домой. Поэтому и ситуация здесь не казалась ей чем-то особенным, даже если всюду бродили зомби. Но в Камбодже, или в Красных Хмерах, или во время геноцида в Руанде было не намного лучше. Да и зомбари не сильно пугали ее. Она искала Бена Бертаучи с той целью, чтобы заранее узнать, как выбраться из города. Именно поэтому она и пришла в участок. Там также встретила Леона на стоянке и изумительно отыгрывала роль слабой, испуганной девушки, которая впервые держит пистолет. Однако, стреляя в нежить, она все равно будет палиться перед Леоном. Она знала прекрасно, куда давить, так как часто пользовалась этим и хорошо знала психологию мужского пола. И вдобавок применяла физические контакты из разряда взять за руку. Ада также прикрылась поисками своего парня Джона. К тому времени в городе пропадало много людей, и Вон клепила в связи с фактами. Джон также был ведущим исследователем в Арклейской лаборатории, и Ада фиктивно завела с ним роман. Соблазнить мужчину – это тренировка для новичков. Джон же реально любил Аду и с большой охотой тратил на нее все свои деньги. Ада же за это ощущала профессиональную гордость. Она рассказала Леону, что родилась во время Вьетнамской войны в Шаонском районе, незадолго до того, как город захватили. Она была единственной дочерью богатой иностранной семьи из Китая. Вся ее семья бежала в Штаты, где их уже должны были ждать купленные фермы и нанятые работники. Но человек, которому они доверили все деньги и имущество, занимался контрабандой и кинул их. Рассказывая это, Ада выдавила слезинку, и Леон поверил всем ее словам и хотел как-то помочь. Ада даже на секунду засомневалась, и ей показалось, что это он водит ее за нос, так как его слова производили на нее приятные впечатления. Даже слишком приятные. Они добрались до Бена и узнали, что выбраться можно через канализацию. Однако с Леоном они разделились. Ада за время, проведенное с ним, начала проникаться им понемногу, но пока сама этого не понимала. У нее было несколько возможностей получить G-вирус, но она этого не сделала. При этом Ада дико была расстроена, но не из-за своей миссии. Леон неоднократно брал ее под свою защиту, и она немного размякла. Ада любила управлять мужчинами, но в этот раз она чувствовала себя виноватой. Чужие несчастья не волновали ее, и в ее словаре не было слова «раскаяние». Она вела жизнь полную интриг и коварства и всегда оставалась на плаву. Каждой своей победой она гордилась и ни о чем не сожалела. Однако время от времени Аду мучило чувство невыносимой тоски, возникающее будто из ниоткуда. Это чувство вернулось снова, когда Леон закрыл ее от пули собственным телом. Но все же Ада была профессионалом и знала, что минутная слабость не помешает ей закончить работу. Раньше ей и в голову не приходило, что слово «любовь» может иметь для нее какое-то значение. А теперь... Она нехотя поджидала Леона в лаборатории, чтобы силой забрать G-вирус. Но перед этим она долго собиралась с мыслями и, увидев в глазах Леона боль, когда навела на него пистолет, начала внутреннюю борьбу. И убеждала себя, что ведь можно его не убивать, а выстрелить в ногу. И сама же себе призналась, что ей нравится Леон и его наивность. Однако она не смогла в него выстрелить. Зато это смогла сделать Аннет и шмальнула в Аду. Леон также пытался ее вытащить, но Ада сорвалась вниз. Однако здесь она спаслась с помощью лески с крюком.
Далее, почти как в каноне. Также добралась до отеля Apple Inn, также показала образцы, взятые из Биркина, также получила крюк-кошку и также спаслась на вертолете. Однако эмоции к Леону она смогла подавить, просто попав в экстремальную ситуацию. Но на время. Существуют ремейки второй и четвертой части, где также Ада находится на своем месте, но с изменениями. Леон и Ада также встречаются на стоянке, только в этот раз она спасает полицейского от напавшей собаки и представляется как агент ФБР. Леон также не понимает, что происходит, а наша героиня не спешит ему все объяснять, как и составлять ему компанию. Бен Бертаучи был ее связным, который должен был передать ей информацию, но тот оказывается убит тираном. Однако с помощью Леона ей все же удается достать необходимую инфу, и хоть она изначально была против компании Леони, также решает его использовать в своих целях и рассказывает о деяниях Амбреллы, при этом еще раз спасая его от тирана. Они также добираются до Аннет, она также начинает стрелять в Аду, и Леон также ловит пулю за нее, так как Ада не ожидала, что Аннет сможет оказать такое сопротивление. Леон отключается не сразу, и Ада успевает сделать ему перевязку, и только после бросается вдогонку. Здесь она не выходит победительницей, так как Анька загоняет ее раз за разом в ловушку. Еще она получает ранение в ногу. Однако пришедший в себя Леон через время находит ее и оказывает первую помощь. Вместе они держат путь в лаборатории Амбреллы. Ада чувствует за собой вину, что она не может рассказать всю правду Леону до конца, и говорит, что как только они получат G-вирус, каждый пойдет своей дорогой, так как она не хочет, чтобы Леон запомнил ее в таком виде. Она затыкает ему рот поцелуем и отправляет за образцом, который он успешно добыл. Но отдавать не собирался, так как из уст Аннет он узнал, что она не агент ФБР, а шпионка. В решающий момент Ада не смогла выстрелить в Леона, хотя всем видом пыталась показать, что сможет пойти до конца. Что не скажешь про Аннет. Ада не ожидала, что он сможет добраться до нее, да и к тому же конструкция под ногами начинает рушиться, и Ада скользит вниз. Леон успевает ее схватить и пытается вытянуть, но попытки тщетны, и Ада срывается. Однако каким-то образом она выживает и играет и не объясняет. И все-таки добывает образец G-вируса, если судить по выжившим призракам, хотя они же тоже не канон. Неважно. Да, в этом ремейке есть еще и DLC под названием «Выжившие призраки», и в одной из концовок там также светится Эйда. В ремейке четвертой части Ада была нанята Вескером на задание в Испании, но на организацию здесь она не работает. Она была послана забрать янтарь. Это своего рода особый вид плаги, которому, если дать развиться, по силе может не то что сравниться, а даже превзойти силу Садлера. Ада же, как наемник, вопросов не задавала и просто хотела выполнить свою миссию. Она добирается до замка, где заточен Луис, и вытаскивает его из темницы. У них также было соглашение, что он предоставит янтарь, а она его вытащит отсюда. Но сейчас при себе его не было, так как тот спрятал янтарь. На них нападает Писанта, и герои разделяются. Хоть Аде удается временно выйти победительницей, но та успела ее оцарапать, и поначалу шпионка не придает этому значения, но уже спустя короткое время ее начинает одолевать галлюцинации. Ада держит путь к церкви, чтобы встретиться с Луисом, и по пути замечает, что Леон также находится здесь и борется за свою жизнь. Она помогает ему, позвонив в колокол, а тем временем Луиса все еще не было. Альберт сообщает ей, что связь с Луисом потеряли где-то в окрестностях леса. Она решает проверить дом старейшины, так как он находился не так далеко. От него же там она спасает Леона. По пути ее снова атакует Писанта, но Аде также удается одержать верх. Постепенно она добирается до места содержания Луиса, но и там его уже нет. Она находит его чистоту, и теперь тот предлагает встретиться в хижине за пределами деревни. Но Ада теряет сознание из-за заражения. Ее спасает сам Вескер, который лично прибыл сюда, и сразу ставит под сомнение ее квалификацию и требует не терять больше времени, которого и так прошло много. А тем временем на Луиса вместе с Леоном напали жители деревни, да и самой Аде в принципе скучать не пришлось. Луис все так же без янтаря, и добравшись до замка, он внезапно начинает юлить и говорить о какой-то другой цели.
Он должен был достать лекарство, которое замедляет процесс развития плаги, которой заражены Леон и Эшли. Это выводит Аду из себя, но она худо-бедно успокаивается, когда Уис говорит, что и она тоже заражена. Ада собирает нужные ингредиенты для Уиса, так как все его добро сгорело дотла. В процессе она открывает себя Леона, как в оригинале, и предлагает ему бросить Эшли, считая, что она обречена. С чем Леон не соглашается, да и в принципе не верит Аде, ведь он помнит, как она с ним поступила в Ракун-Сити. Позже она дает ему наводку, где искать Эшли, так как понимая, что тот не отступит. Ада доставляет все необходимое Уису, и тот уже собирался передать ей янтарь, но она не могла прикоснуться к нему, так как паразит, сидящий внутри, реагировал на него. Уис успевает ей вколоть лекарство, но оно действует с задержкой, да и Писанта идет следом. Однако ей удалось спастись от вновь напавшего противника. Уис тем временем отправился к Леону, и по его следам Ада пытается добраться до него, по пути наконец-таки прикончив надоедливую Писанту и тем самым излечив себя. На связь выходит сам Уис, и, к сожалению, он находится при смерти, так как они с Лёни столкнулись с Краузером, который силой забрал янтарь, и с которым здесь Ада не знакома. Уис умирает, а Ада начинает преследовать Джека, и след приводит ее на остров. Компанию в этом ей составляет Леон. Вескер еще раз лично появился перед Адой и довел новый план, который состоял во взрыве всего острова после добычи янтаря, включая Леона и Эшли. Ада же специально делает все, чтобы минимизировать взрыв. После отправляется к Сельверу, чтобы забрать янтарь, и заодно засейвить Лёни с дочкой. Она также побеждает Озмунда, тот также ее хватает, ее также спасает Леон, и Ада кидает ему ракетницу. После силой забирает янтарь, но в этот раз предлагает Леоне лететь вместе с ней, но тот отказывается. Ада же дает ему шанс на спасение и кидает ключи от гидроцикла. После Вескер знакомит ее со своим истинным планом, и она решает кидануть его и не отдавать янтарь, сменив курс вертолета. Она появляется в неканоничной игре Resident Evil Операция Ракун-Сити, которая происходит со слов «А что если?». Ада появляется в компании при игре за волчью стаю и является противником, который успешно от них сбегает. И через монитор герои компании имели честь лицезреть их знаменитый поцелуй с Леоном и якобы смерть шпионки. Также она является играбельным персонажем в мультиплеере, но не только одном мультиплеере. Также она присутствует в недавно вышедшей игре Aryaverse, где люди дико жалуются на ее имбовость, если хорошо освоить персонажа. Ада является героиней нескольких комиксов, но выделив в них особо нечего, да и каноном к тому же они также не являются. Виновницу данного видео не обошли стороной полноценные фильмы. Крайнее ее появление было в мувике под названием «Обитель зла. Добро пожаловать в Ракун-Сити», но только в сцене после титров, где она была в образе из ремейка второй части, а сыграла ее Лили Гао. Она появлялась в фильме Пола Андерсона «Обитель зла. Возмездие», где ее сыграла Ли Бин-Бин. Сама она ничего не знала о видеоиграх, но изучив персонажа, сказала, что личность Ады очень сильно похожа на ее собственную. В книгах по этому фильму рассказывается больше, чем в самом фильме. Она была нанята Вескером, чтобы помочь Леону и его команде спасти Элис с подводного объекта Umbrella, который находился на Камчатке. В этом комплексе происходила имитация распространения вируса на некоторых районах воссозданных городов. Тем самым Umbrella производила демонстрацию вируса на деле и продавала враждующим странам. Ада первее проникла на базу и уничтожила всех в центре управления, тем самым дав возможность Вескеру взломать систему комплекса и отключить питание объекта, тем самым обеспечив отход своей цели. Она не знала, как именно отреагирует на нее Элис, и решила приставить к ней пистолет, но та развернула ситуацию в свою сторону. Элис уже была в курсе, кто такая Ада Вонг. Ада объясняет, что теперь они с Вескером не работают на Umbrella и нуждается в ее помощи, так как человечество на грани вымирания, и нужно объединиться. Для побега необходимо было пройти через несколько павильонов, а Леону и его отряду нужно было подавить сопротивление, и все вместе должны были встретиться в одном опять-таки из павильонов. Однако все прошло не так просто. Помимо БО, которые нехило портили нервы, на хвосте была старая знакомая Элис, Джилл Валентайн, на которой находился паук-инъектор.
а все приказы отдавала Красная Королева, так как на тот момент именно она управляла тем, что осталось от корпорации. Но сколько героям не удавалось выходить сухим из воды, их все равно прижимает к стенке. Ада отдает Элли свои очки, с помощью которых она сможет увидеть выход, и крюк-кошку. Вонг требует, чтобы она уходила отсюда, пока Ада выигрывает время, сколько сможет. В конечном счете, Вонг была схвачена. В финальном замесе Ада не участвовала, так как была вырублена. Но после Паука-инъектора с Джил сняли, и герои успешно спаслись. И прибыли к Белому дому к самому Вескеру. Во время защиты Белого дома героям становится ясно, что Альберт собрал их не с целью защитить остаток людей, а устранить своего конкурента. Существа, которые осаждали Белый дом, начинают объединяться в единый сгусток субстанции, именуемый меланж. Он поглощает все, к чему прикасается. Ада также оказывается в опасности. Джил пытается ее спасти, но бесполезно. И Ада погибает. Однако смерть Ады была описана только в книге, а в самом фильме «Обитель зла. Финал» ее никто не видел. Однако она должна была там появиться, но из-за определенной политики между Китаем и Японией ее перестали ожидать в этой роли. Стефани Перри тоже решила недолго оставаться в стране и написала книгу по событиям второй части, за основу взяв первый сценарий Леона. И по большому счету он мало чем отличался от игры, за исключением того, что нанял ее за большие деньги Трент. Плюс автор попытался объяснить поведение Ады, почему же она ни с того ни с сего, казалось бы, резко, без причины, просто-напросто сваливает от Леона. Ну и в конце, конечно же, использовался момент с гибелью Ады, где она падала вниз. Теперь затронем актеров озвучки, а также моделей, кто дарил свою внешность Аде. Аду озвучивал в оригинале второй части, четвертой, Хроники темной стороны, Салли Кэхл. Она описывала Аду как модную современную роковую женщину, которая потрясающе обращается с оружием. Ей нравилась ее стойкость, и она считала, что именно в этом ее сила, в совокупности с сексуальностью. При этом она всегда оставалась женственной. В операции Raccoon City, Damnation, а также в шестой части ее озвучила Кортни Тейлор. Перед началом работы она знала «Обитель зла» в основном по фильмам, да и то по отрывкам. Она спонтанно пришла на прослушивание и не знала о грандиозности франшизы. Как она сама говорит, это пошло только на пользу, ведь в ином случае она бы дико нервничала. Она не была знакома с работой прошлой актрисы озвучки, и поэтому озвучивала Аду, можно сказать, с нуля, не имея примера перед собой. Всегда тяжело озвучивать персонажа, который уже осветился где-то в серии ранее, ведь шаг влево, шаг вправо, и тебя просто отменят. В Хрониках Амбреллы ее озвучивала Меган Холлинсхед. В ремейке второй части Аду озвучила Джолин Андерсон. Она же произвела захват движения. Но это была не первая ее работа, она уже производила захват движения ранее в Resident Evil Damnation. На прослушивание же она пришла намеренно и в итоге оказалась довольна результатом и хотела бы озвучить ее в будущем, так как ей понравилась ее загадочность, когда ты не можешь на 100% быть уверен, что именно у нее на уме. Она называла ее хладнокровной убийцей, которая готова совершать все это, хоть в нижнем белье. В ремейке четвертой части ее озвучила Лили Гао, и в итоге подверглась дикой критике и даже травле, так как фанатам сильно не понравилась ее озвучка. В четвертой части захват движения произвела Маюка Маруока. Захват движения в RE6 произвела Мишель Ли. В шестой части образ был взят с Тай Бреннеман. В ремейке второй и четвертой части образ был взят с Адрианы. После выхода особенно четвертой части Ада пустилась во все тяжкие, и этот персонаж является одним из самых узнаваемых не только в рамках одной франшизы, а в целом в игровой индустрии. Она начала занимать высокие позиции спроса по популярности персонажа и начала считаться секс-символом. Ее даже как-то назвали идеальной феминисткой, которая совмещает в себе качества, которые обычно ассоциируются с мужским полом, такие как физическая сила и интеллект. Но при этом она красива и сексуальна. Ее платье обсуждалось везде. Его хвалило очень много людей, но что-то подсказывает, что его рассматривали просто как на конкурсе красоты, то есть в отдельности от игры.
Другие же люди, наоборот, засрали это платье, аргументируя тем, что какая нормальная шпионка оденет его еще и с каблуками на задание. После того, как вышел оригинал второй части «Резидента», Хидеки Камия сказал, что Ада его самый любимый персонаж. Он даже как-то нарисовал картинку, где Леон и Ада целуются. А в будущем продюсер RE5 скажет, что его самый любимый момент в сериале – это именно поцелуй Леона и Ады. Также встречаются некоторые споры, как правильно произносить ее имя. Ада или все-таки Эйда? Так вот, правильно и так, и так. Зависит от региона. По-нашему – Ада, по-европейскому – Эйда. Вот с фамилией все немного поинтереснее, хоть она и пишется с буквой «Г», но не произносится. Синди Миками был большим любителем кино. В связи с этим обложка из дополнения за Аду в оригинальной 4 части имеет небольшое сходство с героиней сериала «Никита». В оригинальном втором резе, кстати, Ада не появляется ни в одном отрендеренном ролике, по той причине, что ее модель просто не была закончена вовремя. Исходя из всего этого, можно ли ответить на вопрос, так кто же такая Ада Вонг? К сожалению, этого никто не знает.